Здравствуйте, мои дорогие. Что хотят передать вам ваш род? Что хочет передать вам ваш род? Что-то хочет важное передать. Давайте настроимся. Сначала спросим, какой они вас видят. Вот ваш род, какой вас видят вообще. И в данный период посмотрим такие вопросы. Какой вас видит ваш род? О, Кубковая королева выходит. Ну, очень хорошая карта. Вы добродушная, может быть, действительно добрый человек, добрая женщина, очень милая и красивая. Они видят вас, ну, скорее всего, они видят в вас душу, внутренность, да, внутреннюю красоту. То есть там внешность не так играет роль, но вы сама по себе красивая женщина, конечно же. Но род вас видит духовно красивой, привлекательной. Вы протянете руку, когда человеку требуется. Мои дорогие, здесь была у нас заминка такая. Я посмотрю, на чем я остановилась, но я уже не снимала камеру. И хочу рассказать о том, какой вас видит ваш род. И, наверное, вкратце расскажу. Было много мною сказано, но я не знаю, что-то там телефон себе сам на уме. А скорее это просто подключенный микрофон. Немножечко какие-то программы начал выстреливать. Окей. Ваш род вас видит действительно любимым ребенком своим. Видит, что вы умеете защищаться, и вы действительно первопроходец в каких-то ваших вопросах, даже первопроходец в каких-то родовых проблемах. Вы первое сделали, первое проложили лужню. Вот я об этом говорила, такое сравнение шло, когда белый снег, много разных путей проложено, где-то даже прошлись снегоуборочной машиной, да, для кого-то. Вот. А вы же проходили там, где никто не ходил. Вы настолько сильная личность, что смогли пройти, проложить какую-то новую дорогу вашему роду. Сейчас они, да, тянутся к вам. Тут скорее не они могут вам поддержку дать, а вы им даете какую-то уверенность в том, что вот эту дорогу можно пройти, что карму можно решить. Что хочет передать вам ваш род? Старшие арканы идут. Ты будешь... Они видят тебя богатой, счастливой женщиной, у которой есть свой сад, свой дом, расслабленной, спокойной, за будущее, за настоящее. Женщина, которая занимается тем, чем ей хочется. Очень мудрая и степенная такая дама. Ты целый мир для своего рода. Они действительно тебя любят. Они на тебя молятся. Вот так вот. Что хотят передать тебе? Так, что это за мужчины хотят передать что-то, да? Мужской род хочет передать. Кто это выходит? Сила. Кто это вышел? Сейчас я посмотрю, кто это вышел. Кто вышел? Еще раз. Так, подождите. Я хотела спросить, что передать. Здесь показывают фигуру. И мне интересно, это вышла фигура, чтобы сказать. Кто вышел, чтобы нам рассказать? Или род вышел рассказать о ком-то? Пятерка мечей. Пятерка мечей. Нет, смотрите, здесь не мужской род вышел сказать. Я почему-то подумала. Здесь хотят сказать, что есть человек в твоем пространстве, который либо причинил, либо до сих пор причиняет тебе какой-то вред. Вот. Это здесь на земле человек или это что-то? Да, здесь на земле. Ты слишком добра к нему, говорят. Ты слишком добра к этому человеку. Кто он такой? Так, пардон. Кто он такой? Ну, это тот, который не постоит не перед каким препятствием, чтобы достичь каких-то своих целей. Кто он такой для вас? Кто он такой для вас? Девятка мечей и ребенок. Страх какой-то. Это старший вас человек?
Человек семьи. Кто это человек? То ли вы были... Там какой-то, знаете, завязка... Завязка какая? Что либо вы ребенок для этого человека, либо вы связаны ребенком с этим человеком. Но это какой-то страшный человек. С большой силой, обладающий большой силой. Он жив сейчас? Покажите, где он сейчас. Тройка. Да, расслабленный такой, спокойный. Он в каком-то своем кругу находится. Кто для вас этот мужчина? Какое-то разочарование мечты. У вас была мечта, вы мечтали о нем. И эта мечта разбилась в пух и прах. У вас слезы остались. Так, у вас слезы остались от него. Почему говорят, что он семья? Семья. Вы были семьей? Они хотели, чтобы вы стали семьей. Нет, вы не были семьей. Возможно, не были семьей или были семьей. Но тут смотрите. Самый главный фактор то, что род хотел, чтобы вы были семьей, потому что тут они посчитали, что вы родные души. Но он расстроил твои надежды. Вы надеялись на него. Вы реально думали, что у вас с ним будет все сладко. Есть какой-то страх. Вот это вот еще как показатель того, кто этот мужчина. Сейчас он достигает каких-то своих целей, и причем не смотрит и не спрашивает, что там у вас в жизни. Даже если и спрашивает, то ему абсолютно все равно. Каким образом вы сейчас связаны? Никак не связаны, я так скажу, да, то есть связаны, скорее всего, его желанием, была какая-то зацепка, вот, было какое-то начало, вот так. Вы должны были стать семьей, здесь не было семьи, здесь было какое-то начало, но вы не стали семьей. Род очень хотел, чтобы вы стали семьей. Тут его спасение было бы в этом. Но я вижу, что человек, просто как, я буду говорить такими словами страшными, надругался над вашей мечтой. Вот так вот. Он посчитал, что можно с вами играть. Ему просто вот вас дали как спасение, как спасательный круг тонущему человеку. Теперь что? А он не видит, как он тонет. Он тупо не видит, как он тонет. Сейчас на него либо накатывается какая-то волна, либо он просто пьян, и он не видит, что он тонет. Что с ним? Ну вот смотрите, кубковая энергия идет. Здесь больше говоря, знаете, о чем? Что человек пока в таком бессознательном состоянии, он... Как это сказать? В общем, он не видит себя сейчас наказанным, понимаете как? А его тупо наказывают. Да, греется в лучах какой-то стабильности. Он спокоен. Там рядом женщина есть какая-то. Он как за пазухой у нее. Вы видите, тут карта, просто класс. Вы просто посмотрите. Вот женщина. Это карта императрицы, да, большая королева. Но мужик у нее, вот видите, как маленький, как собачонка. Почему вы, духи, говорите об этом человеке сейчас ей? А вы знаете, что они хотят сказать? Что он не изменится, что он, допустим, кто-то ждет какого-то мужчину, за которого хотели выйти замуж, а он до сих пор в висючке, а он не придет. Либо, если придет, то придет вот с жезлом. Сейчас, где там этот? Может, он так и, в принципе, и засыпает, понимаете, вот в таком состоянии. Он сейчас жертва обстоятельств. Просто реально жертва. Он в петле. Вот так вот. Просто тупо в петле. С его стороны
род ваш увидел, что это обман. Обман. И что он не будет делать шаги. Секунду. Так, я продолжила бы. Продолжаем, мои дорогие. Так, об этом мужчине, я так понимаю, вам сказали. Возможно, он уехал куда-то. Вот, просто тупо уехал. Кто он такой? Ну, для вас он, видите, как в таком висячем состоянии, он постоянно чья-то жертва, видите, как в вашу сторону, он может как прокатиться так по вам и не заметить вашей боли. Помните, как начался расклад ведь? Расклад начался с того, что ваш род очень ценит вас, он любит вас. Вы любимая девочка их, любимая, родная. Что вам делать с этим всем? К вам император придет. Угу. А с этого надо корону сбить. Вот так вот. Сначала в своем сознании вы сбиваете ему лопатой корону. Просто представьте себе, как у него эта корона просто, не знаю, с головой, наверное, летит. Да, так и есть. Этого надо убрать. Я хотела сказать мягко, понизьте его значимость. Лучше просто взять лопату и сбить эту корону. Человек будет очень сильно досаждать вам, стараться какое-то маленькое свое пространство в вашей территории пытаться отвоевать, но у него нет на это сил, энергии и ресурсов. Угу. А это кто? Нет, ну вы разобьете ему сердце. Понятно, окей, хорошо. Разобьете вы ему сердце. Все, мы не хотим слушать больше об этом мужчине. Если можно, дорогой род, покажите девушке дорогу к светлому будущему. Вот так вот. К ее лучшему будущему. Есть ли эта дорога? Покажите нам, пожалуйста. Так, умощусь поудобнее. Вы чай вообще приготовили? Вот, если вы смотрите не в прямом эфире, нажмите на паузу, быстренько чаек приготовьте, я вас подожду. Есть? Продолжаем. Так. Так, светлое будущее. Ну что ж, оно будет, оно есть, и это светлое будущее начинается с вас. Вы кропотливым трудом достигаете вашего светлого будущего, и поэтому оно будет. Вот уже первые цветочки появились, да, уже целая клумба. Ну что ж, это будет. Дорога к светлому будущему ведет через какое-то кропотливое создание чего-то. Что вы создаете? Может, вы действительно деятельность какую-то ведете, а может быть, старательно ведете какие-то ваши дела, да, и эти дела ведут к решению проблем. Вам по справедливости будет это дано. Вы будете, знаете, как по наитию вести, вас будут вести, как по наитию. Вы будете понимать, куда идти. Вот без особых усилий вы тогда поймете, куда идти. Действуй по справедливости, веди свое дело по справедливости. Сейчас усядусь. И тогда будет правильный путь, да, то есть ты найдешь. Держи себя в каких-то рамках. Держи себя в рамках каких-то. Так, чаек. Хорошо, а что бы вы ей хотели сказать вот в этом случае по поводу дороги, по поводу пути, как быть сейчас, вот в той, возможно, ситуации, да, про которую думает девушка сейчас? Ну что, говорят, сила есть в тебе. Непосильных задач Бог никогда не дает. Вот когда-то я услышала эту фразу, и я настолько прониклась, и реально ведь непосильных задач не дает Бог. И если дает какие-то сложные задачи, то значит высшие силы, Вселенная четко понимает, что вот этот человек силен и не просто эту задачу сделает, а получит результат. То есть после достижения, выполнения какой-то задачи жизненной появляется новая сила, высвобождается новая энергия, высвобождается что-то абсолютно новое, абсолютно новое.
Вы можете приобрести даже такого человека. Мгм. Так, сложный путь. Ну, показывают сложный путь. Но этот путь, он путь сердца, путь души. Будто бы в родное место какое-то. Ну вот вам, как и указывают, вот вам нужно туда. Там вы обретете покой, стабильность. Вам нужно как куда-то двигаться. А есть какой-то дивный такой страх этого всего. Ой, смотрите, мужчина вышел какой красивый, пентаклевый. В этой колоде он вообще самый интересный тут. А кто этот мужчина? Вот здесь у нас отец коинов. Он видит вас как девятку коинов, да, то есть претендентка на его руку и сердце. На его руку и сердце. Но, по сути, он хотел бы вам дать больше. Давайте посмотрим, кто этот мужчина. Как вы его знаете или нет? Знаете ли вы этого мужчину? Туз мечей. Очень дивные энергии идут. Так. Ну, вроде как знаете, но тут немножко в другом суть. Кто он для вас, кем-то будет для вас? Для чего он идет в вашу жизнь, что ли? Ну-ка. А вам его высшие силы протягивают как вот этот кусочек торта, сладкий такой кусочек торта, вот. И они положат вам его, да, если вы протянете тарелочку вовремя. Нужно пользоваться этим вариантом. Почему нет? Вы решите много проблем с финансами, так точно. Но вам что-то будет не нравиться там. Какой-то человек. А что будет не нравиться? Он манипулятор? Ну, это сильный человек. Смотрите, давайте так, не будем про манипуляторов. Здесь показывают хорошего мужчину. Вас, да, и ваши отношения нашла коса на камень. Это очень сильные двое человек, которые имеют свою точку зрения. Но так как у него ресурс значительно серьезнее земной ресурс, он как своей силой подавляет. А ну-ка, на вас он как действует? Знаете, учитель по жизни. Ну, сильные карты идут на него. Для чего он идет в вашу жизнь тогда? Вот здесь земная жизнь. Для чего? Семья. Ну вот смотрите, идет для построения семьи. Вам, как род ваш, говорит, что сейчас в вашей жизни появляется еще один мужчина для построения отношений семейных. Он идет как шанс, ну, тут больше как нелюбовный шанс. Не раствориться в любви, а быть стабильной, успешной, спокойной за свое будущее, за будущее. И не только свое. А любовь будет между вами? Я слышу ваши вопросы, мои дорогие. Будет ли между вами любовь? Не сразу. Ну ладно, не сразу. Будет ли между вами любовь? Боже, где-то любовь. Не любовь между вами будет. Взаимоотношения. Между вами будут прежде всего не сразу. Смотрите, вы как расстанетесь на какое-то время. Но вы уже станете семьей, либо с какие-то договоренности будут, и потом расстояние, как знаете, стагнация какая-то. Но вы будете вместе? Да, долгое время у вас... Вы-то будете вместе, но вы почему-то, заключив какой-то союз, вы потом расстояние устраиваете себе.
Далеко друг от друга находитесь. Очень далеко. Или что-то вам мешает такое. Но я вижу, у вас какая-то светлая идет взаимосвязь. Все равно светлая взаимосвязь. Вы, может быть, как-то переписываться будете, что ли. Но вы тогда уже будете его супругой. Вот в чем дело. Ну, вот такой вот вариант событий здесь показывают. Если хотим, принимаем. Не хотим, идем дальше. Мы будем смотреть дальше. Ну-ка, что же хотят сказать духи рода? Давайте все-таки на этого мужчину посмотрим, как вы его узнаете, кто он такой. Вы его знаете сейчас? Ну, в принципе, знаете, да, там показали. И тут есть какой-то момент отложенности, отложенных действий, отложенного счастья с этим человеком. Нелегкие здесь, конечно, отношения. Не то, что вы там познакомились, влюбились, и давай жить счастливо. И богатые, и путешествия. Было бы, конечно, так прикольно. Тут что-то такое. Вы вместе познакомились, разошлись какой-то длительный период, опять сошлись, какой-то союз. Ну вот я комментирую сейчас, да. А потом вы на расстоянии общаетесь. Но вы стабильна, то есть вы спокойны за все, за то, что у него там в жизни, за то, что вы вместе. Вы не переживаете, что как-то пойдет что-то не так. Потому что у вас все есть. И вот знаете, как вы семья. Вы семья. Ой, какая интересная тут карта вышла. Тут кто-то начинает чувствовать что-то. Смотрите, это человек. Вы начинаете отношения не с любви, а с каких-то деловых переговоров, союзов, общения, а потом любовь. Да, будто бы все поменяется. Ну, как вы не хотите этой любви. Ну, кто-то из вас точно очень сильно противится. Сердце больное. Угу. Вы очень активная женщина. Интересные отношения тут, конечно, идут. Вы примете эти отношения? Просто мне интересно. Вот вам протягивают этот кусочек торта. Еще раз протянут? Или вы уже отказались? Протянут. Вы можете брать его. Действительно, для вас это крутейшая возможность какая-то. Вот. Иметь все. Тут вообще карта интересная. Вы просто приглядитесь. Деньги, знания, драгоценности, расслабленность, разные реликтовые вещи. В общем, документы, что там еще, цветы. Вот это я не знаю, что это, грибы какие-то. Ну, сам факт, да, то есть запасы на зиму будут. Это больше, чем шанс. А кто будет против, я вот не понимаю. Никто. Для вас это большие перспективы. Но все равно говорю, что тут есть такой момент, что вы как будете общаться долгое время на расстоянии. Да. Как два отшельника. Через реку, через океан, там, не знаю, через несколько стран. Ну, это как-то дьявол. Угу. Ну, здесь искушение, например, там, ревновать, искушение еще там какие-то. Вот, тут дьявол выходит. А императрица говорит, что у вас хватит сил. Хорошо, ну покажите же тогда, мужчина этот, как вы его опознаете? Как вы опознаете? Вам еще раз предложат, если что, да, то есть не один, так второй, да, такой же вот, пожалуйста, даже лучше. Поэтому шансы будут. И вам вот сейчас Вселенная говорит, будет еще какой-то шанс, вот такой вот мужчина, если хотите, берем, как говорится. Угу. Как вы узнаете его? Чувствует себя победителем в какой-то ситуации. Будет исцелен некий момент, больше даже исцелена какая-то проблемная ситуация, проблемная ваша зона. Вот. И вам станет легче, легкость какая-то, общение, праздник. Вы даже будете отказываться. Слезы вижу какие-то. Но мужчина предлагает вам особую дорогу.
определенную дорогу, идти вместе, за руку. Даже если это расстояние, вы как-то все равно вместе и за руку. Вы как два партнера идете. Очень сильный человек. Вы здесь. Вы здесь новичок на этом пути, опираясь на него. Вам нужна вот такая вот энергия. Знаете, как вы здесь? Возможно, вы представляете еще какое-то новое свое начинание. Да? Вот. И высшие силы сейчас говорят, для развития твоего нового чего-то, твоего детища, вот так буду говорить, тебе дается этот человек. Вы вместе будете прекрасной парой, между прочим, особенно, тут не будет ссор, здесь какие-то ровные, классные такие отношения, когда мужчина опора крепкая, мужчина забота, мужчина и стена, и гора для вас. Но он активный такой парень, я вижу, что будет... Вы холодная. Вот оно что. Вы холодна. Вам он то ли не нравится, что ли? Ага. Ну, смотрите, любовь здесь будет в любом случае, но на расстоянии она зарождается. Но уже после того, как создался союз. Я не знаю, чья это такая прикольная история, просто роман пиши, честное слово. Чья история? Мне тут показали кого. Чья история? Тут такой ведьмочки, мисс Ида в этой колоде. А вы с детства, видимо, да, с подросткового возраста что-то чувствовали, а может даже где-то вот с самого рождения. Вот. Я с самого рождения, мои дорогие, раскрою вам секрет, помню сны свои. Никто не верит. Никто. Верят самые близкие, конечно. А я их помню очень хорошо и предвидела такие события, как смерти людей. Вот тут такая дамочка меня смотрит. Сила. Почему-то про сон, да, пошла информация. Скорее всего, необходимо сейчас нам будет поговорить о сне, либо, может, отдельный даже расклад, да, взять. Любимый мужчина вам придет во сне. Молодой месяц, да, и растущая луна. Внимание, будет что-то происходить. Будет что-то начинаться. Вот она вышла. Она будет уничтожать то, что не нужно. Смотрите, будут проявляться сейчас личности из прошлой жизни. Вот видите, как пробирается в твою жизнь какой-то подвешенный. Он уже, видите, как меченый высшими силами, либо какой-то силой. Он для чего-то сейчас нужен, но все равно это как жертва. Ему некуда деться. А из вашей жизни это все будет уходить постепенно. Видите как? Они хитрыми путями пытаются пробраться, но сил-то у них нет. Нет, потому что вы, посмотрите, кто. Вы обладаете какой-то мощной родовой силой, возможно, даже родовой, да, возможно, даже родовой силой. Угу. Пара у вас будет, моя хорошая. Вас какое-то общество не хочет принимать. Вас не... ну-ка, интересно. Ну, хорошо. Что нам хотят сказать? Я вижу, что информации очень много, и ваш род действительно старается как будто бы выдать вам сейчас. Прям концентрат какой-то. Я сейчас хочу разделить на мужскую сторону и на женскую сторону. Что хотят вам передать мужчины вашего рода и женщины вашего рода. Ну, тут все как один. Смотрите, прям выскочила карта на левую сторону и перевернулась Верховная Жрица, мисс Ида, в этой колоде. Вот мне интересно, а на канале у нас сколько? Больше 133 сейчас, а потом будет еще больше и больше, я очень в это верю. Получается, что все девушки, которые смотрят, ну, в них это есть. Понимаете как? То есть в каждой женщине есть вот та самая сильная женщина, да, сила. Сила не просто не сильная, которая как мужскую силу имеет, а другая сила, некая энергетика мощная. А что вам хотят сказать мужчины вашего рода?
Но они действительно видят вас счастливой в счастливой семье. И сейчас они говорят, что благодаря тебе вот эта теплота, ты как соединила этот род, ты дочь этого рода, они, я прям чувствую энергетику ваших, ну, как вот мужчин вашего рода. Это сила, забота, отцовство. Очень мощная такая идет такой посыл, что вы часть этого рода. Что хотят сказать? Ну вот он выходит. Вам они дают сообщения какие-то, посылают приветы и посылают свою любовь. Вот он, весь род вышел, да? Мужчины вашего рода хотят сказать. Говорят побольше женского такого расслабленного счастья, побольше состояния, когда я чувствую себя женщиной. Вот они хотят, чтобы ты так жила. Так, а это что? Видят они какую-то проблему в каком-то твоем начинании. Опять же, буду называть вот такое слово, оно очень подходит под все. Детище, да, то есть то, что ты кропотливо трудишься над чем-то, что-то начало твое, например. Они видят просвет, они говорят, что все будет очень хорошо. Луна уйдет, да, встанет солнышко, и будет рассвет, будет утро. Ну, то есть тут больше на доверие. Через трансформацию идет. Может быть, через какого-то влияния какого-то человека. А может быть, просто мужской силы какой-то, да, хорошей. Как просыпается эта сила. Род. Сила рода. Там, где не видно талантов, таланты найдутся. Вот такое еще послание. В вас таланты, либо в ком-то таланты найдутся. Ну, вот послание такое. Там, где ты не видишь, там есть эти таланты. Человека будто бы специально ставят в такую ситуацию, когда он, ну, вот ничего не умеет. Оно рождается сразу же. Вот, ну, не сразу же, а рождается оно сначала невидимо, да, а потом проявляется видимо. Эти таланты приносят огромное счастье. Здесь довольно-таки классное состояние удовлетворенности жизнью. Но мужчины, видите, как говорят конкретно. Здесь уси-пуси вообще отсутствуют или есть? Или есть. Да, конкретно так конкретно. Ну тут, знаете как, мужской род вам говорит. Здесь я вижу такого одного главного мужчину, который ближе к вам сейчас энергетически, и он вам как это может передать, и вот как-то больше его энергетика идет. Я не говорю сейчас души, я говорю сейчас энергия, понимаете? Вот, и здесь идет, говорят так, что да, если ты не будешь стараться как-то держать, делать себя личностью с каждым днем, ну тут конец. Зачем? Ты усложняешь ситуацию. Ну, видят они твою активность. Ты умеешь творить невероятные вещи. Причем это женщина, которая умеет материализировать вещи. А скажите, по той ситуации, которая волнует сейчас девушку, женщину, скажите ей, пожалуйста, что нужно услышать? Так, ну что, они предвидят такой момент, что... Или уже есть такой момент, что люди, которые окружают тебя, естественно, не считают тебя своей. Окей. Или ты себя такой считаешь. Ну, ты будешь, говорят, не хочется так говорить, ты будешь лучше их. Ну, ты будешь лучше их. Или ты уже лучше их. Что хотят сказать? Начинай новый путь. Тут какой-то риск, но риск... Да. Опа, вообще меняется. Смотрите, как ситуация меняется. 3 старших аркана, но говорят, что ты выстоишь, да, то есть ты под защитой, возьми Библию и пистолет, и все будет хорошо.
Хм. А что вы предвидите, что будет? Вот, допустим, она идет в какой-то, вижу, путь, и что там ее ждет? Ну, не все так легко. Конечно, там куча обмана. Но, пройдя какую-то задачку, вы получаете все. Это как какая-то хитрая задачка тут идет. И давайте посмотрим, что за задачка такая. Когда нужно сконцентрировать усилия и не обижаться на этот мир, потому что будет что-то такое, как, знаете, вы как в блоке примените свои все качества профессионала, да. Скрупулезно подойдите к этой задаче. Как интересно. Будьте готовы к разрушению и боли. Ну, а итог? Но вы приобретаете какие-то магические способности. Сила дается вам и вашим близким, самым близким людям, шансы на успех и победу. Будущее есть у вас. Будь сильной, да, будет тяжело, но судьба благоволит сильнейшим. Угу. Поднимайся с колен, когда тебя тут толкают на колени, понимаешь, как придется встать. Все, ну вот, знаете, как мужчина, так мужчина. Вот говорят по-мужски, конечно. Они хотят, чтобы ты достигла богатства. Каждый человек достоин этого, но просто не каждый знает это, видимо. Давайте женщин спросим. Благодарим мужской род. Так, я оставляю эту карту все-таки. Так, глоточек чая. Так. Остывший чай. Как вы любите? Горячий, холодный? Я постоянно, я не знаю, я очень люблю прям кипяток, горячий чай. Наливаю себе чай. Или там кто-то наливает. Я пока дойду до этого чая, он уже холодный, и все. Вот это закономерность какая-то. Возможно, я вам это рассказала, и теперь ситуация изменится. Так, мои хорошие, что же мы там видим? Женщины. Или же женская энергетика. Женская энергетика. Мы не будем говорить о душах, мы говорим о женской энергетике. Что хотят сказать? Опять, смотрите, ну идет одна и та же карта несколько раз. Ой, тебе нужно раскрывать свои способности. Стоп. Это не совсем-то одно и то же. Свои способности. Например, если вы видите в себе вот эту способность, ну не знаю, ритуалить вперед. Способность мисс Иды, способность верховной жрицы. А может быть, вы умеете взаимодействовать с людьми настолько мудро, что вы исцеляете их души, а они вообще не замечают этого. Вы можете что-то в этом мире делать большее своими знаниями, потому что ваше знание – это знание космоса, это знание Бога. Это больше, чем человеческие знания. Вы получаете чистый концентрат знаний, а в вашей голове не находятся, грубо говоря, переработанные знания вашим мозгом. Это сама душа говорит через эту женщину с людьми. Вот в этом ваш труд, в этом ваша работа. Развивая эти качества, чувствуя себя, вы достигнете большего. Вот такой сегодня поглубже хотелось покопаться. Так, какой-то праздник разлетится вдребезги, но мужчина подхватит вас и поможет двигаться вперед. Это сильная взаимосвязь двух людей. И общая трансформация, что-то у нас идет, эта карта. Маг. О, Господи. Кто этот мужчина? Ну вот видите, как говорят, мужчина, с которым вы пойдете по одной дороге. По одной дороге. Кстати, вы этого мужчину вы вроде как знаете, он был вхож в ваш дом. Или вы ушли от него. Было какое-то взаимодействие, а потом вот как вы отдалились друг от друга. Кто этот мужчина? Мне показывают какого-то мальчика. Это что такое? Может, у вас будут дети?
Или у вас новые начинания вдвоем будут. Мгм. Что-то новенькое будете в мир давать. А вас обоих не признает общество. Ну, знаете как, побаивается, так скажу, побаивается общество. За вашей спиной постоянные какие-то идут сплетни. Или будут идти сплетни, особенно когда вы будете вместе. Так, вас мужчина прям подхватывает из чего-то разрушающегося. О, боже мой, ну тут вы и сама кого хотите можете подхватить. Вы знаете, он вам помогает. Помогает в чем-то. В том состоянии, там, где у вас нет ресурса, он этот ресурс восполняет. Вот он. Он проявляет какую-то активную позицию. Вот о каком-то мужчине вам хотят рассказать. Ну, тут же, да, в первых рядах оно выходит. Вот она, ваша общая дорога. Вас там уже ждут род с двух сторон. Женский род, вернее, ваш род, мужчины род. Вот, и вас ждут. Ну, тут как бы женщины вашего рода вас ждут с этим мужчиной. Они говорят о мужчине, все. Ну, потому что женщина женщину пожалеет, да. Вот. И женская энергетика сейчас доносит вам ту информацию, что вы сама можете все. Но когда есть плечо, на которое можно опереться, это лучше, это надежнее, это интереснее. А вы будете, вот смотрите, состояние опять повторяет, скорее всего, в самом начале расклада выходил больше женский род, да, впереди, рассказывая вам о том, насколько вам хочется быть счастливой, вы будете счастливой, насколько вам все-таки показано и будет такая жизнь. В счастье, удовольствие, вот собственное жилье, огромный дом, большой сад, вы такая тут своими делами занимаетесь. Хозяйка. А рядом мужчина. Ну, сверхдостойная личность. Тут, как знаете, жертва какая-то. Что это? А жертва, потому что тут есть еще кто-то, кто тебя будет любить, но ничего для тебя сделать не сможет. И он просто любит и любит. Но почему-то вы считаете, что вы пожертвовали им. Смотрите, тут идет информация, что ваше пространство будет одномоментно, приблизительно в одно и то же время проявляться два человека. Из них один, которого вы любили, и что-то болезненное было. И он до сих пор не может вам ничего дать. Он привязан к каким-то обстоятельствам. На нем петля этих обстоятельств. Он вам будет врать. Но он вас любит. И есть мужчина, который дает вам все. Да, вот что там, бросает все свои миллиарды к вашим ножкам и может позаботиться о вас. Я просто смотрю, что вы будете головой принимать решения все-таки в данном случае. Так, женщины вашего рода хотят вам сказать. О, такая же карта выходит, да, как и первая карта, которая вышла о вопросе, что хотят сказать мужчины вашего рода. И здесь выходит карта семьи. Вы дочь этой семьи, вы дочь этого рода. И вас примут с распростертыми объятиями в любой род. Вот вы ценность некая. Вам еще придется решать, а вы еще можете и отказать. Но каждый род хочет вас видеть у себя. Это знаете, чем можно подкрепить? Например, вы очень нравитесь свекровям часто, да, то есть женщинам, которые старше вас, и они не являются каким-то образом вашим родом, да, то есть это не свекровь ваша личная, да, а может быть женщина, мама вашего друга или что-то такое, да, там, где вы и не планировали. То есть, я почему свекровь сказала, что она вот хочет, чтобы вы были ее невестка. То есть вот так вот. А вы вот видите, как еще и отказываетесь. Перебирается. Ну да.
Так, вы как что-то отталкивая, достигаете победы. Мгм. Ну, что-то, что вам не нужно, вы оттолкнете. Вы правильно примете решение. Возможно, прошлое оттолкнете. Да, вам нужно большее. Вы знаете, куда вам двигаться. Вы знаете, что вы ответственны больше не только за себя, а за целый род. Восполняя энергетику рода, вы даете новый путь, новую дорогу прокладываете. Видите, как тут не только лыжня, здесь что-то большее, здесь целая железная дорога вы прокладываете. Так, хорошо. Расскажите, пожалуйста, дорогие женщины рода, о человеке судьбоносном вот в этой жизни. Кто он такой? Есть ли он? Есть ли он? Ну вот, на него выходит вот эта карта, карта шанса. Да, будет прям вот предложен. Протягивай тарелочку, забирай. По пентаклевому тузу ты, скорее всего, ресурсный какой-то человек. Здесь у нас еще в начале пентакли выходят. Вас как будут вести к этому столу, да, где раздают вот эти тортики, и как раз самый крутой кусочек ваш. Вот. Вас поведут туда. Вас сейчас ведет судьба, может быть, действительно энергетика рода как-то так направляет вас подсказками или просто вашим поведением неосознанным, кажется неосознанным. Вас направляют в какое-то место, где как раз вы встретите этого человека. Угу. Вот она. Опять история красивой женщины. Женщина, которая может выглядеть в любой одежде очень классно. Ну, тут просто показана девятка коинов. Я хотела сказать, богатая женщина. Ну, вы выглядите очень классно, богато. Ресурсно, статусно. Даже если вы считаете, что это не так. Вот тут просто какой-то блок в общении, но вы как раскрываетесь. Ну что ж, все то, что было до этого, вам рассказывают. Вторят, значит, тут информация подтверждается и вторится. Хорошо, я бы хотела теперь спросить у рода вашего советы, какие бы вы дали. Мужская половина и женская половина. Так. Ну, мужчины, видите, как говорят, имей защиту, имей пистолет, даже если ты веришь в Бога. Имей Бога в сердце, даже если у тебя есть пистолет. Вот всегда при себе вот эта дуальность, она работает лучше. Вот. Отлично. Женщины видят. Говорят, немножко отдохнуть надо. Просто отдохни. Включи медитацию, включи Юлю, вот сейчас, может быть, да. Послушай и закрой глаза, отдохни. Будет у тебя все, говорит ваш род. Будет у тебя счастье, будет любимый мужчина рядышком, будет дом, будет радость в твоем сердце, будет спокойствие, уют и порядок. Вот. Дорогие мои, замечательный расклад. Я очень благодарна вам. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, финансовую поддержку. Я жду вас на следующих видео. Пускай вам Вселенная в разы больше дает подарками. Пускай это видео сработает просто на 100%, если вам все понравилось. Всего доброго. Пока-пока.